знаете, в чем самая главная проблема всех этих гуру, йогов и всяких там просветленных? Они говорят: будь позитивным, брат, дыши в пупок, смотри на мир с любовью. А потом этот просветленный выходит из ашрама и идет в магазин. И тут какой-нибудь мужик в очереди говорит ему: слышь, чувак, ты куда лезешь? Встань в очередь. И все, трындец. Конец медитации. ЧСВ взлетело до небес, кулаки сжимаются, зубы скрипят, мантра забылась. А в голове только одна мысль: да кто ты такой, старый хрыч? И вот стоишь ты такой, воин духа с авоськой, весь такой красный, как рак, и понимаешь: аффирмации не работают. И мантра Ом разбилась о бытовую реальность. Кстати, если ты, чувак, думаешь, что ты уже пробужденный, и ты ничего в этой жизни не боишься, ну, как бы совсем ничего не боишься, я много раз это слышал, я ничего не боюсь. Скажу честно, иди нахер со своего Олимпа. Ну, а если ты готов признать, что ты такой же псих, как и все остальные, и хочешь научиться управлять этой ядерной энергией под названием «Мои эмоции», жми вот сюда на кнопочку, на подписочку. Мы тут не жуем сопли. Мы тут вскрываем реальность. Вот смотри, нас с детства учат, что эмоции – это плохо. Злиться нельзя, бояться стыдно, а радоваться сильно, потом будешь плакать. А все время ржут только идиоты. И в итоге мы превращаемся в таких биороботов. Терпил. Ходим с каменными лицами и копим в себе внутреннее говно. Ходим к психологам, сливаем бабло за то, что нам, там рассказывают: вы имеете право на гнев. А гнев это никакое не право, это топливо. Гнев это неплохо, гнев это энергия. Энергия для чего хочешь. Хочешь для прорыва. А страх – это никакая не трусость. Это твой внутренний радар, который говорит тебе: внимание, вон на той крыше сидит снайпер, я туда не пойду. А зависть – это не грех, это карта желаний, просто она немного кривая. Наши проблемы вовсе не в эмоциях. Проблема в том, что не всегда в этой жизни мы стоим у штурвала. Мы сидим в трюме корабля, а эмоции, как волны, катают нас туда-сюда или швыряют наш корабль по волнам. Помните метафору из моего 19-го канона? Если не помните, пересмотрите. А вот это вот чувство, когда ты подъезжаешь к дому, а там уже нет куда припарковаться, вообще некуда встать. И в голове только одна такая пульсирующая мысль: достали. И в этот момент ты не человек. Ты – это кастрюля с кипящим супом. Крышку снесло, суп убегает, и вся плита в говне. А весь подъезд воняет твоими впечатлениями. Борщ убежал. Что же делает в этот момент духовный лох? Он пытается закрыть крышку обратно и говорит: я спокоен, все хорошо, я любящий. А суп давно уже убежал. И внутри все кипит. А что делает воин? Воин ржет. Воин просто ржет, улыбается и снимает кастрюлю с огня. Как снять свою кастрюлю с огня?
Нужен реальный опыт, братишка, а не какие-то там медитации и аффирмации, как в древних традициях. В древних традициях, кстати, это называется сталкинг. Это когда ты охотишься сам на себя и выслеживаешь абсолютно все. Все свои чувства, все свои ощущения, все свои эмоции, все свои действия и поступки, и мысли, которые как паровозики бегают в твоей голове. Вся правда в том, что мы не можем контролировать то, чего мы не видим. Вот представьте себе ситуацию. Вы пришли на работу, и начальник вызывает вас к себе на ковер и говорит: слушай, твой проект говно, ты тоже говно, и вообще я тебя увольняю. И что у вас происходит? А у вас сразу либо уши краснеют, такая внутренняя кипящая обида, либо кулаки сжимаются, злоба и агрессия. Думаешь, ну, караул, я тебе 100% нос бы сломал. Либо слезы наворачивают, жалость к себе, ну, жалко же себя. Вы это просто марионетка. Начальник дернул за ниточку, и вам стыдно. И вы заплясали, как куколка. И весь оставшийся день вы думаете, какой он козел. Или какой вы неудачник. А реакция сталкера совсем другая. Представьте себе совсем другую картину. Начальник орет, а вы такой ловите тупняк, смотрите на него и улыбаетесь. И не потому, что вы мазохист, а потому, что вы выключаете своего внутреннего режиссера. И в этот момент вы сами себе говорите: о, смотри-ка, какой интересный спектакль. Персонаж, начальник, гроза. Использует прием внутренняя публичная порка. Надо подставить ему попку. Как интересно, у него ноздри так и раздуваются, он похож на быка. Где моя красная тряпка? А какая интонация? Ну, прямо как у моего папы в 95-м. Так что же происходит? Вы просто смещаете фокус, вы не ведетесь на его крики, вы просто перестаете быть жертвой. Вы перестаете быть жертвой этого спектакля и становитесь просто зрителем. И наблюдаете, описывая ярчайшие картинки. Иногда у начальника за место волос могут на голове вырасти цветы. И именно вот тут начинается магия. Потому что когда ты зритель, когда ты просто наблюдатель, ты не реагируешь. Ты выбираешь действия сам. Начальник Клумба. А вот еще пример из жизни. Как-то один очень крутой чувак шел по улице, и к нему привязались гопники. Ну, классика жанра. Есть закурить, чувак. Обычно человек, он что делает? Он либо испугается, начнет трястись и отдаст деньги, а потом будет ненавидеть себя. И представлять у себя в уме, как он всем разбил носы. Другой разозлится, кинется в словесную перепалку, полезет в драку, получит по голове и тоже будет ненавидеть сам себя. А наш чувак сделал совсем другую странную вещь. Он посмотрел на самого агрессивного гопника и просто улыбнулся. Так ехидно, искренне так. Не над гопником, а над самой ситуацией. Присел на корточки и рукой предложил им всем присесть. Сидит такой, улыбается и говорит: слышь, пацаны, вы серьезно хотите мои бабосики? Да без проблем, я вам их отдам. Сколько вам там надо? Но подождите, но вот смотрите сначала. Вы сейчас отнимете у меня все бабло.
Купите себе алкашки, а завтра проснетесь с похмельем в тех же самых кроссовках, в которых вы сейчас. Или, возможно, у меня сейчас в кармане ствол, и вы не проснетесь никогда. И будете валяться здесь на асфальте, но в тех же самых кроссовках. И ржет. И знаете, что происходит обычно в таких ситуациях? Эмоция гнев, она не включается. Вы ее ловите просто на входе. И просто меняете частоту своего разговора. А гопники, которые ждали от вас страха либо агрессии, получают философа с мифическим стволом в кармане. И сами начинают быть в непонятке. Он не дал им денег, он дал им иллюзию контроля. И пока они были в ступоре, он просто поднялся и, улыбаясь, ушел. А гопники так ничего и не поняли, что произошло. Ой, настоящая мужская психология – это не умение бить кому-то в морду или орать. Это умение не впускать чужой хаос в свою собственную голову. А стоицизм – это никакое не каменное лицо. Это умение выбирать реакцию в промежутке между событием и действием. Как охотник, который ловит свою собственную дичь. Но самое смешное это тогда, когда вы научитесь управлять своими собственными эмоциями. И если это произойдет, то вы научитесь управлять и чужими. Потому что схема человеческих всех эмоций держится всего лишь на 3 ключевых базовых ремнях. Это чувство собственной важности, жалость к себе и страхи. И когда вы это пойметесь, вы научитесь настоящим боевым искусствам. Не астральному карате на расстоянии, а боевому искусству на уровне ментала. Вот смотрите, вы пришли в ГАИ, ну или куда-нибудь в МФЦ, неважно. Там сидит такая уставшая тетя. Она смотрит на вас, как на пустое место. И обычный человек, он что делает? Он начинает злиться. Ну, слушай, тетя, а что ты мне не улыбаешься? Вы же мне должны улыбаться. У тебя и внутренняя эмоция такая, обида на тетю. А тетя тут же раздражается и становится все только хуже. А человек, владеющий эмоциями, он видит состояние тети. Да и вообще всех окружающих его людей. Он видит, что она – это кастрюля, у которой уже давно убежал суп. И что он делает? Он делает шаг назад и не лезет к ней ни с какими претензиями. Он говорит ей просто и так тихо. «Ой, какая у вас красивая кофточка! Слушайте, а можно я вас на секундочку отвлеку? Я тут вообще без понятия, куда идти, а вы тут самая красивая и заметная. Подскажите, пожалуйста, куда мне нужно обратиться?» И знаете, что произойдет? Тетя тут же включится в процесс, потому что она поймет, что вы признали ее авторитет. И тетя из режима зомби тут же станет человеком, потому что вы не слили ей свою энергию и не вступили с ней в борьбу, а потратили всего лишь каплю своих собственных эмоций, чтобы перенаправить ее внимание. Сила мысли – это не про то, чтобы рисовать яхты в своей голове. Это про то, чтобы понять, как работает человеческая психика, и не биться лбом об стену, а открывать двери ключом. Кстати, про работу с людьми и как гасить все конфликты на корню у меня будет отдельное видео. Там я расскажу про технику зеркала, как сдвигать свою точку сборки. Так что, если что,
Подписывайся. Ну так, на всякий случай. Так о чем я, собственно говоря, мои хорошие? Вот. Перестаньте пытаться стать позитивными, потому что все это чушь. Станьте безупречными. Потому что безупречность – это не когда ты не злишься и такой весь добренький. Это когда ты можешь разозлиться так, чтобы построить дом, а не разбить телефон об стену. Это когда ты можешь испугаться, но сделать при этом шаг вперед. Иногда с агрессивным лицом. И это когда ты чувствуешь боль, но не становишься при этом нытиком. Эмоции – это как ветер в парусах. Вы можете плакать, что ветер противный и ломает вашу мачту, а можете поставить паруса так, что этот же ветер нес вас к вашей цели. Пробуждение сознания – это когда вы перестаете быть щепкой в океане и становитесь капитаном своего собственного корабля. А выход из матрицы – это не уход в Гималаи. Это умение в нашем безумном мире, полном, кстати, идиотов, пробок, плохих новостей, оставаться в центре своего внутреннего спокойствия. Так что подписывайтесь, друзья, на мой канал. Если вы хотите научиться управлять этой лодкой под названием «Мои эмоции», пока не разбилась о рифы быта, подписывайтесь. Тут я учу, как быть настоящими такими мужиками, ну или духовными воинами. Ну а чтобы окончательно... ты понял, как все это работает? Твой внутренний зомби-режим. Когда в следующий раз придешь домой, а там твоя подруга или жена устраивает истерику, не кричи. Сядь на пол, такой обидься и заплачь. Только заплачь искренне. И сединой. И поверь мне, уже не ты побежишь в ларек за цветами, а она побежит тебе в магазин за пивом. Но об этом я расскажу чуть позже, как управлять другими людьми. Но помни, есть правило. Всегда делай все искренне, прямо от души. Не пались. А насчет того, что делать дальше, я расскажу чуть позже. Подписывайся, чувак, будет интересно.